Здравствуйте, уважаемые зрители канала! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию новый выпуск на тему «Как выглядели советские женщины в 40 лет. Реальные фото наших мам в молодости». Естественная красота и значимость как для общества, так и для своей семьи – вот что было главным для советской женщины. В то время даже супруги представителей высшей власти не могли себе позволить вычурно одеваться, чрезмерно краситься, подвергать свои телеса разнообразным косметическим процедурам, которыми грешат современные 40-летние дамы. Разве что на заре перестройки появилась Раиса Максимовна Горбачева, которая стала чуть ли не законодательницей мод для неискушенных советских женщин. В остальном же представительницы прекрасного пола старались не выделяться из толпы. Да, конечно, ностальгия по Советскому Союзу навсегда останется в сердцах тех, кто жил в то счастливое время. Разглядывая фотоснимки тех лет, мы буквально окунаемся в воспоминания. Как же было тогда, как выглядели люди в те времена? Здесь собраны фотографии 40-летних дам. Кстати, они очень сильно отличаются от фото современных дам такого же возраста, что публикуется в соцсетях. Кстати, Ларина проста, но очень милая старушка. Эти строки из Евгения Онегина характеризуют маму Татьяны и Ольги, вдову, которой на момент действия первых частей романа было примерно от 35 до 40 лет. На наш взгляд, еще молодая, какая там старушка. А ведь в 19 веке женщины старели еще быстрее, чем в 20 веке. Во времена СССР 40-летняя дама, хотя и не была уже девушкой, но тем не менее старушкой тоже не являлась. Все знают, что в советских фильмах «Москва слезам не верит» и «Служебный роман» героини нашли свое счастье после 40 лет. Но многие их современницы не верили, что в этом возрасте можно оставаться молодой и красивой. Конечно, нужно учитывать, что химия на голове и прическа в стиле бабетта вкупе со строгими, как правило, темными костюмами добавляли несколько лет к истинному возрасту всех женщин. Но тогда, как мы это уже заметили, было все гораздо проще. Да и сами особы прекрасного пола не имели возможности сходить в фитнес-зал, посетить стилиста и визажиста. Про пилинг они вообще не слышали, и даже в 90-х годах многие пугались этого слова. Да, конечно, они красились и делали маски, занимались спортом, но все было естественно, а фотографии делались без какой-либо ретуши и корректировок. В Советском Союзе многие не слышали о том, что существует профессиональная косметика. Была обычная косметика, но были французские духи. Мамы любили душиться шанелями, а те, у кого денег было не так много, покупали вечернюю Москву. К стоматологам в советское время тоже ходить боялись. Ждали до последнего, потом ставили золотые коронки. Кстати, коронки были показателем высокого материального статуса, этим гордились. В общем, о красивой белозубой улыбке многие и не задумывались. Никаких дизайнеров одежды в советское время для народных масс не было. Были швеи и портные, которые шили для женщин удобные, но простые костюмы. И, конечно, о том, чтобы скрыть недостатки фигуры в этой одежде, и речи не было. Только в 1970-х у женщин появилась возможность как-то выделиться из толпы с появлением журналов мод, в которых были выкройки. Краили и шили, как правило, сами, а кто не умел шить, те довольствовались тем, что было в магазинах, или обращались за помощью в ателье. Да, старели женщины раньше гораздо быстрее, чем в наше время. Таких благ цивилизации, как стиральные машинки и посудомойки, у советских женщин не было. Были стиралки, но не у всех и не автомат. На такой машинке можно было прокрутить белье, но полоскать приходилось руками, в ванной или в корыте. Штука для отжима белья была не у всех. Да и жизнь в те годы, особенно в 50-х, 60-х, была другой, более тяжелой, чем сейчас во всех смыслах. Сразу после войны люди думали не о фигуре, а о том, чтобы больше не испытывать голод. В каждом доме старались запастись продуктами, заготавливали на зиму консервы, пекли пироги и готовили салаты. В 1970-х годах в СССР даже на журналах мод красовались девушки, которые носили 48-50 размеры одежды, потому что большинство советских дам имело эти размеры. А полноватые дамы выглядят всегда немного старше своих лет, об этом мы поговорим чуть позже. Особо стоит отметить белье и чулки, которые были в ходу у дам в те годы. Черные чулочки-колготочки были дорогими, потому девушки даже красили обычные колготки телесного цвета в черный, а потом на ногах оставались разводы и краска. А вообще капроновые чулки были дефицитом, одно время за ними гонялись в буквальном смысле этого слова. Все красотки их берегли, потому что в рестораны без капроновых чулок не пускали, даже летом. Насчет белья, красивые бюстгальтеры были редкостью, в основном дамы надевали обычное нижнее белье, совсем не красящее их.
Бывало и белье с начесом, а хлопчатобумажные труселя растягивались до невероятных размеров. Интересно, что пуговичные панталоны жили у советских женщин вплоть до самой перестройки. Многие никак не могли привыкнуть к трусам на резинках. Правда, ситуация с нижним бельем в СССР стала меняться в лучшую сторону, когда Екатерина Фурцева, член президиума ЦК КПСС, заявила, что каждая женщина имеет право на качественный бюстгальтер. В конце 1970-х годов в моду вошло синтетическое белье. Это был большой минус для здоровья женщин, но огромный плюс для красоты. Синтетика стала очень популярной. Красивых женщин во времена СССР сразу замечали, так как красота именно с утонченностью была довольно редким явлением. Большинство советских женщин, дети рабочих и крестьян, были немного грубоваты, имели крепкие натруженные руки и часто обгорелое на солнце лицо. Посмотрите на эту фотографию женщины на пляже. Явно прослеживается целлюлит, есть висящий животик. Конечно, на современных пляжах можно и куда похуже увидеть, но все же сейчас многие ходят в спортзалы, пользуются противозагарными кремами, ухаживают за ногами. Тогда, к слову, мало кто из женщин удосуживался брить волосы на ногах. У кого волосяной покров был тонким и светлым, еще куда ни шло. А уроженки более южных районов СССР и вовсе считали, что бритые ноги к бедам и несчастьям. Да, вот так, живя в атеистическом государстве, люди все-таки верили в приметы и тому подобное. А еще советские женщины в первую очередь были работницами, товарищами, должны были трудиться, не думать о красе своих ногтей. А на уход за собой времени почти не оставалось. Главное – опрятное, чистое, а все остальное не обязательно. Мол, лучше лишний раз полы в доме вымести, чем сидеть и помаду да карандаш в глаза тыкать. Маникюр, конечно, делали, но чаще всего красили ноготочки в домашних условиях, прикупив дешевенький лак для ногтей и вооружившись пилочками. Про педикюр, конечно, речи уже не шло. Просто аккуратно стригли ногти, обрабатывали пятки пемзой, она-то была в арсенале каждой советской женщины. Советские женщины старались выглядеть попроще, так как на это была еще одна очень веская причина – моральная. Красивую женщину почему-то сразу принимали за даму легкого поведения. Она красится, то точно такая. И судачили потом старушки на лавочке, мол, Машка из 39-й расфуфыренная пошла, не иначе как гуляет вовсю. Девочек смола учили, что краситься нехорошо, кричали «да на кого ты похожа?». Не дай боже, если женщина была и лицом красива, и имела отличную фигуру. Таких называли профурсетками, любили обсуждать на лавочке, с кем она и как. А уж если у таких дам не было мужа и детей, то гонения в советском обществе им были обеспечены. Потому-то и старались наши мамы не выделяться из толпы. Про полных женщин, как упоминалось ранее, совсем отдельный разговор. После войны было не до фигуры, все жители нашей огромной страны старались наесться с голодухи. И нормальной здоровой женщиной тогда считали отнюдь не спортивных худышек, а именно полных дам, крепких и сильных. Худенькие девушки в те сложные времена просто бы не справились с домашним хозяйством. Тонкие ручонки даже белье не смогут выжимать, что уж и говорить об остальном. Недаром наши бабушки всегда старались нас накормить до отвала. Ложку за маму, ложку за папу и за себя не забудь. Так и ели за троих. Это известная шутка, однако все же на самом деле полных женщин считали красивыми и здоровыми не только в советское время. До революции худобу называли чуть ли не болезнью. Худые женщины ассоциировались с бедностью и болезнью, чехоткой. Да и само слово «худоба» имеет корень «худо», то есть «плохо». А еще, если смотреть на послевоенные годы, то мужчин было мало, и их в буквальном смысле берегли. Женщины сами работали и сами вывозили на себе домашнее хозяйство. И никакой современной техники в помине не было. С маленькими детьми была бесконечная стирка. Особенно трудно было деревенским женщинам. Они стирали в банях, потом складывали белье в корзины, несли к пруду или к речке и там полоскали. Потом тащили обратно, развешивали. Зимой было особенно сложно и опасно, полоскали в проруби. Представляете, какие руки были у этих женщин? А вы про ногти. Посмотрите еще раз на эти фотографии. Даже в 40 лет женщины на них умудрились сохранить естественную улыбку, натуральную красоту. И что бы ни говорили, именно они смогли вырастить нас без бытовой техники и памперсов, постоянно находясь в очередях за продуктами, доставая какие-нибудь модные вещички или по ночам склоняясь за швейной машинкой, чтобы любимые дочки и сыночки были одеты как все. Просто они жили для нас, своих детей, а не для себя. А ведь сейчас многие живут для себя. Сейчас модно не растить детей, а путешествовать, не печь пироги, а зависнуть в ресторане. Еще раз присмотритесь к этим фотографиям. Как же все-таки прекрасны все лица советских женщин, наших мам и бабушек. А нам стоит гордиться этой естественной красотой.
Для того, чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории России, подпишись на канал и поставь лайк. Мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую неизвестную историю России.